Народ, всем привет, с вами снова канал Доната Синема. На самом деле мы сейчас с Саней находимся в Bayview и готовим для вас новую серию. Но так получилось, что там, видимо, опять назревает новый шедевр, поэтому, чтобы все сделать по красоте, нам надо еще немного времени. А чтобы вы не скучали, сегодня я для вас приготовил рубрику Making Of. Для тех, кто не в курсе, рубрика Making Of имеет другое название, как сделать шедевр на коленке. И в этой рубрике я показываю процесс создания всех своих видео. И тема сегодняшнего видео будет наш знаменитый уже синематик по андеграунду, который, по-моему, посмотрел уже весь мир. В нем я вам покажу, сколько нужно сил и времени, чтобы нарисовать всю графику для этого видео, как снимать самого себя, если ты идешь по виртуальному миру, и как же отреагировали разработчики на наше видео. Поэтому не будем долго тянуть и погнали! Ну и теперь давайте посмотрим, как же это все было сделано. И первое, что нам нужно для такого ролика, это локации. В данном синематике у нас их было 3. Это аэропорт, автомагистраль и городская улица. Первым делом я достал необходимые модели из игры. Но, к сожалению, использовать их для рендера я не могу, так как вся геометрия и текстуры здесь очень низкого качества. Кроме того, чтобы на рендере все смотрелось реалистично, одних лишь текстур мне будет мало. Здесь нужны сложные материалы, индивидуально настроенные для каждого объекта. Поэтому основной сложностью всего синематика была необходимость полной отрисовки всех этих локаций с нуля. А игровые модели в данном случае были в качестве референса. И главной задачей для меня было не только максимально точно повторить каждый элемент, но и постараться сохранить ту самую атмосферу игры. Думаю, многие обратили внимание на этот кадр. Его я решил позаимствовать в двойном форсаже. Кстати, серия «Форсаж» на канале тоже будет, и у меня уже давно заготовлена просто чумовая идея для вступительного ролика по этому фильму. Но всему свое время. На создание каждой локации ушло примерно по 2 недели, включая полную перерисовку текстур в большом разрешении. Nissan 350Z, Skyline и BMW M3 у меня уже были подготовлены заранее, и уделять особого внимания сегодня я им не буду, так как процесс их подготовки был в других роликах на канале. А в этом ролике я их никак не модифицировал и разве что добавил капли воды на Nissan 350Z в самом начале видео, что еще больше добавило атмосферы дождливого Bayview. Сделано это все было с помощью плагина T-Flow. А вот что касается городского трафика, то тут я искал именно старые машины до 2004 года, чтобы все было по канону игры. И какая-нибудь там Tesla Cybertruck вряд ли бы здесь подошла. И суммарно в сцене с автострадой было более 50 машин трафика, и все они анимировались с помощью плагина City Traffic. В данном случае он реально облегчил мне задачу анимации большого количества машин, и мне не пришлось анимировать каждую по отдельности. В общем, работа была действительно большая, учитывая, что это рисовала не огромная корпорация, а всего один человек. Но я считаю, что результат того стоил. На самом деле аэропорт я начал рисовать еще в январе, и этот ролик должен был выйти значительно раньше. Но потом у нас что-то все пошло по наклону, и сначала Саня разбил Skyline, потом он утопил Z-ку, и наши приключения пошли немного в другое русло. Хорошо, что на дроме еще полно машин, до которых Саня пока не добрался. И здесь вы можете получить полный отчет по автомобилю и узнать, не попадал ли он в ДТП и не проваливался ли он под лед зимой. Плюс к этому функция «Отличная цена» проанализирует автомобили по разным параметрам и отсортирует объявления по привлекательности и адекватности цены. Приложение покажет, продает ли автомобиль собственник, выдаст отзывы реальных владельцев и много еще чего другого, потому что Дром — это приложение номер 1 в России для покупки и продажи авто. Поэтому, если вам нужна крутая тачка, Дром — это ваш выбор. Ссылки будут в описании. Так, это я что-то уже отвлекся. Так вот, из-за всех этих перипетий с тачками основную часть синематика мы доделали уже в начале лета. Ну, как мы? Добро пожаловать в нашу хромакейную студию. Сейчас я вам покажу лайфхак, как же снять всякие проходочки и движения камеры, если ты всего один в студии и помочь тебе некому. Как вы помните, кроме графики в моем ролике были кадры, где я иду вдоль здания аренды автомобиля и сажусь в Nissan 350Z. Поставить камеру на штатив, нажать запись и встать в кадр — это понятно. Но как же сделать так, чтобы камера могла двигаться вместе со мной? Решил я этот вопрос следующим образом.
Зачем мне двигать камеру, если я относительно себя могу подвинуть аэропорт? И все, что мне останется, это реалистично шагать на месте. И для этого дела я заказал на Алиэкспрессе беговую дорожку, которая разгоняется до 8 км в час, чего вполне достаточно даже для имитации бега в кадре. А чтобы более-менее правильно выставить освещение, я создал аналогичный кадр в сцене, чтобы посмотреть, как свет будет падать на модельку человека. После тестовых рендеров я анимирую камеру таким образом, чтобы она двигалась примерно с той же скоростью, с которой я иду по дорожке. 35 мм, 4 км в час. Затем накладываю себя на эту анимацию, вырезаю зеленый фон, добавляю отражение на стекло и цветокоррекцию по вкусу. Теперь нужно снять вид сзади, и чтобы камеру не переставлять, мы просто немножко развернем нашу сцену. Таким же образом был сделан кадр и из-за спины. Правда, единственным минусом было то, что мой образ включал теплую флисовую кофту и осеннюю куртку, когда на улице уже была почти 30-ка жары. Чтобы вы понимали, сейчас здесь примерно плюс 30 градусов. И все же в одиночку все кадры снять я не смог, поэтому мне пришлось ненадолго арендовать Серегу. Сейчас, короче, должен быть дубль, что мне звонит Рэйчел на телефон, но так как Рэйчел у меня нету, поэтому переименуем Серегу в Рэйчел. Но как только он узнал, что у нас опять нету бюджета на ролик, он слегка расстроился. Блять, ты просто террорист, нахуй, натуральный. Хоть настроение на съемочной площадке и поугасло, Темно, как у негра в жопе здесь стало. но нам было необходимо доснять еще целых 2 кадра. В самом начале ролика по сюжету я должен был идти по тротуарной плитке, но снять такое с помощью хромакея было бы достаточно сложно, поэтому мы пошли другим путем. Только Доната Синего может придумать притащить 3 баклахи воды к речке. Сейчас мы снимаем, как я иду по тротуарной плитке. Такая тротуарная плитка у меня нарисована в аэропорту. Вместо того, чтобы там менять текстуру за 2 минуты, я приехал в центр города, чтобы вот именно такую же плитку снять, потому что больше нигде такой нет. Как мы снимаем эту сцену? То есть здесь у нас, по идее, должна быть витрина, поэтому у нас будет раз светильник, 2 светильник, 3 светильник, 4 светильник. Вот так вот включаем это все, и у нас идет подсветка нашей плитки. Единственная фишка в чем? Сейчас сухая погода и дождей пока что еще не предвидится, поэтому когда были дожди, мы нифига не снимали, а вот сейчас надо снимать. Поэтому теперь эта плитка будет сухая, а по сюжету у нас в принципе дождь. Поэтому на всякий случай мы сейчас возьмем воды, снимем план на сухую и снимем план на мокрую. Но план на сухую мне совсем как-то не понравился, поэтому мы использовали запасной вариант. Какой херней мы занимаемся, господи боже мой. С помощью воды мы добавили отражение на плитку и тем самым создали антураж дождливого андеграунда. Ну и заключительной частью наших ночных похождений стал кадр сверху, где я подхожу к машине. В теории этот кадр можно было снять и на хромакее, однако высота потолков в нашей студии не позволяет так высоко повесить камеру. Поэтому мы приехали на ближайшую парковку и расчехлили наш квадрокоптер. Сейчас мы, значит, снимаем кадр. Нам нужно снять вот эту площадь сверху на квадрокоптер и получить тень, которая направлена вот туда. Блин, тень огромная слишком будет, да? А что по гистограмме? По гистограмме, ну, как бы в жопе. В жопе вообще, гистограмма в заднице. Так как парковки в нашем городе освещать не принято, нам пришлось использовать свои светильники. Правда, длина стоек была не больше 2 метров, поэтому тень от меня получилась слишком длинная. И в итоге монтаж данного кадра занял достаточно много времени. Однако, положив заплатку на заплатку на заплатку, я все-таки добился желаемого результата. Ну и пришло время рассказать о финальной сцене нашего ролика. На самом деле все кадры синематика делались на ходу и не было каких-то четких раскадровок. Но последняя сцена, она была придумана мной сразу. И я думаю, для многих из вас, как и для меня, этот момент, где 3 культовых машины из НФС разъезжаются по своим городам, значит намного больше, чем вся серия новых НФС вместе взятых. И не потому, что эти машины были хуже или лучше. Для нас это были не просто машины, это была часть нашего детства, и поэтому они дарят столько ностальгии.
А еще у меня для вас есть интересная новость. После ошеломительного успеха нашего ролика и такого большого количества положительных комментариев, ходят слухи, что разработчики действительно задумались о ремастерах этих игр. И поэтому мы уже заняты созданием нового синематика, чтобы эти слухи стали реальностью. И теперь давайте подведем итоги. Если вы хотите, чтобы все-таки разработчики сделали ремастер и подарили нам немного ностальгии, делаем максимальный репост нашего следующего видео, которое выйдет примерно недели через 2. Второе. Всем тем, кто постоянно пишет в комментариях, а что у вас за трек играет в видео, для вас специально есть ссылка под этим видео. Спускаемся в описание под видео, ищем музыку из видео, переходим, и там все треки под наши видосы. И третье. Если вы все-таки хотите купить или продать автомобиль, качайте приложение Дром по ссылке в описании. А на этом сегодня все. С вами был канал Доната Синема. Всем пока!